Мама Мия, я здесь живу. Хоть ты в Париж приехал, хоть в Рио-де-Жанейро, хоть на Луну. А я не хочу с ними знакомиться и не хочу, я хочу от них побыстрее убежать. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Друзья, привет! Я уже упоминала неоднократно, что энное количество лет назад я 2 года жила и училась в Париже. До того, как я приехала серьезно жить в Париж, я до этого там была проездом как турист буквально 1 день. И у меня тогда было время просто, чтобы галопом по Европам поездить по основным достопримечательностям. И вот, когда я уже приехала в Париж и стала там жить, что это значит? Снимать жилье, покупать проездной на целый год, быть записанной в разные библиотеки, в конце концов платить налоги, как я это делала уже во 2-й год. Так вот, тогда я почувствовала огромный контраст вообще в восприятии и в ощущении. Ты уже не просто гуляешь, фланерствуешь по улицам, ты уже ходишь по этим красивейшим улицам, чтобы доехать до учебы, до места учебы, до места работы. Все совершенно по-другому. И с одной стороны, этот первый поверхностный туристический восторг, он немножко притупляется, а с другой стороны, он как-то трансформируется внутри и превращается в какое-то такое более глубокое чувство, в более глубокий восторг, в ощущение «Мама Мия, я здесь живу». Я помню, я часто после университета несколько станций проходила пешком. Я шла из университета, из Сорбонны в Латинском квартале до станции Шатле. В Париже, благо, расстояние между станциями метро гораздо короче, чем в Москве. И там есть место, где нужно пройти через Сену, перейти через мост, и там можно остановиться, и видна очень хорошая панорама. Сзади, на заднем плане, Эйфелева башня, другие всякие красоты. И вот я каждый буквально вечер там останавливалась подолгу и думала: боже, ну правда, мама Мия, ну я здесь живу. Не просто как залетная птица, как турист, а живу. Это было очень, конечно, уникальное ощущение. И оно, в принципе, почти даже не стиралось до самого конца. Помню такой момент. Это было в 1-ю или во 2-ю неделю. Я вышла из университета, опять же, из того самого исторического красивого здания Сорбонны, и пошла домой не обычным путем через бульвар Сан-Мишель, а решила немножко по-другому пройтись. А надо сказать, что я тогда Париж знала очень плохо, очень поверхностно. Я даже о существовании некоторых зданий не подозревала. И вот я иду, осенний вечер, такой очень особенный запах осеннего парижского вечера, такое щемящее чувство, и вдруг, неожиданно совершенно, передо мной возникает огромный величественный пантеон. Те, кто знают, как выглядит пантеон, они, может быть, смогут это представить и понять. Это было совершенно неожиданно, это была незапланированная встреча. Это было, конечно, чудесно. И этот момент, мне кажется, вообще никогда не забуду. Еще такое интересное наблюдение. Еще будучи в Москве, когда я думала о том, какой будет моя парижская жизнь, я себе, конечно, представляла, что будет бесконечный праздник, что меня будут окружать сплошь какие-то волшебные люди. Но в любом случае, может быть, будет не лучше, хотя я была в этом уверена, но точно будет по-другому, потому что я еду в другое место, в другую страну, в другой город, да и еще и не абы в какой город, а в Париж. И вот я приехала. Прошло несколько недель, месяцев, я обжилась, и тут я поняла, тут я осознала, что, оказывается, в моей жизни, по сути, не изменилось ничего. У меня в Москве был какой-то определенный круг друзей, у меня в Париже тоже какой-то круг друзей, но люди, конечно, поменялись, лица поменялись, но суть какая-то осталась прежней. В Москве у меня какой-то был образ жизни, в Париже очень похожий образ жизни, можно даже сказать, что такое же. В Москве было что-то, чего мне не хватало, и в Париже мне не хватает ровно того же самого. Это было совершенно удивительно, и я поняла, что нельзя человека формально просто переместить из одного места в другое и ждать каких-то суперизменений. Нет. Человек, он все равно, если внутри него не произошла какая-то внутренняя трансформация, где бы он ни был, где бы он ни оказался, он будет проецировать все то же самое. И он вокруг себя будет воспроизводить, воссоздавать абсолютно тот же свой мир. Очень похожий. Опять же, люди, лица поменяются, но суть, каркас останется тем же самым.
Хоть ты в Париж приехал, хоть в Рио-де-Жанейро, хоть на Луну. Человек весь свой багаж перевозит с собой. От себя не убежишь. Если у тебя были какие-то страхи, ограничения, они будут с тобой и на новом месте. Я это очень четко тогда поняла. И в первый год ничего во мне внутренне не менялось, и поэтому моя жизнь была, очень похожа на мою московскую жизнь. А на второй год уже пошли какие-то внутренние изменения, и жизнь сама моя поменялась. Вот так вот очень интересно. Конечно, я думаю, что новая среда, она может как-то подтолкнуть, она может дать какой-то импульс. Ты уже варишься все-таки не в старом соку, а как-то ты можешь начать с нуля, можешь как-то перевернуть страницу, но все равно, если нет внутреннего изменения, трансформации, ничего не будет. И наоборот, если у тебя внутренне что-то поменялось, тебе даже и переезжать никуда не нужно, у тебя изменится весь антураж. Вот так вот очень интересно. От себя не убежишь, куда бы ты ни поехал. Это, наверное, все-таки правда, хоть это немножко утрированно и упрощенно. Вот. Еще расскажу такой эпизод, не связанный ни с чем. Это тоже было в самом начале, буквально первая или вторая неделя. Я тоже тогда возвращалась пешком из университета. Помню даже, по какой я шла улице, какой десиколь. Я иду, вечер, на улице почти никого нет. Передо мной неспешно идут два мужчины. Я иду быстрее, чем они, и вот я равняюсь с ними и слышу, что они говорят по-русски и немножко матерятся. Причем у них такой вид, настроенный на общение, а я не хочу с ними знакомиться и не хочу, я хочу от них побыстрее убежать. И вот я еще больше ускоряюсь, но дохожу до светофора, а там красный свет. Я вынуждена остановиться. Они меня в какой-то момент догоняют, тоже подходят к этому светофору. Я специально отворачиваюсь, потому что, не хочу знакомиться, не хочу быть заметной. Вообще не хочу к себе привлекать внимание. Несмотря на это, один из них ко мне обращается и начинает со мной говорить по-русски. Они мне потом сказали, что как только я прошмыгнула мимо них, они сразу поняли, что я русская. Не знаю, по походке, по манере, не знаю, по общему какому-то образу. И это правда. Не всегда, конечно, но часто в чужой даже стране на многолюдной улице видны русские. Не знаю, по выражению, по взгляду, по общей какой-то манере. А что же с теми мужчинами? Мы познакомились и провели прекраснейший вечер в кафе. Они оказались оперными певцами на гастролях. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.